Нам, детям, рожденным в 50-е годы прошлого века, крупно повезло с нашим детством. В то время были живы участники Великой Отечественной войны, и много интересных и грустных историй нам было рассказано. Мне очень хорошо запомнилась история о волках, рассказанная моим дедом Степаном. Ему, как и многим солдатам, в тяжелом 1941 году пришлось отступать вглубь страны. Степан Иванович с группой солдат попал в партизанский отряд на Брянщине. Провоевал он там до освобождения территории и соединения партизан с советскими солдатами. Одной февральской ночью дед с товарищем пошли на задание в деревню, где были немцы. На улице кружила небольшая февральская вьюга. Партизаны любили такую погоду, снег заваливал следы и партизанские тропы. Но что-то у них пошло не так. Нарвались на засаду, товарища ранило в ногу, но все-таки партизанам удалось уйти. Но ведь с ранением далеко не убежишь, да еще и кровотечение сильное открылось. И тут дед принимает решение. Во враге, где были большие сугробы, от тонкой березки сделать укрытие. Это был последний шанс как-то укрыться и сделать перевязку раненому партизану. Дедушка подумал, что немцы в такую погоду не смогут отважиться идти в погоню. Да и снега очень много навалило. Но он ошибся. Укрывшись в снежной пещере, где было тепло и тихо, партизаны услышали наверху протяжный вой волка. Возможно, звери учуяли кровь раненого и начали разрывать пещеру. У партизан было оружие, но дед Степан решил ножом бороться с волками. Боялся, что наделает много шума от выстрела, который привлечет немцев, и те их обнаружат. Через некоторое время волчий вой умолк, в пещере стояла тишина. Вдруг партизаны слышат глухую, автоматную очередь, и опять глухая тишина. Сидели долго, раненый партизан от потерянной крови стал терять силы, и его тянуло в сон. Дед Степан понимал, что уснуть в пещере может и он сам, а это верная смерть. Он решает выбраться наружу и выяснить окружающую обстановку. Выбравшись из снежной пещеры, он подполз к краю оврага. Видит, на поле лежат 3 звериных трупа, которых уже засыпает снегом. Немцев поблизости нигде не было. Деду стало интересно, кто их спас. Подойдя к трупам, он увидел немецкую овчарку с разорванным горлом и рядом 2 волка. По всей вероятности, овчарка взяла кровавый след партизана и бежала к оврагу, а за ней немцы. Брянские волки защитили свою территорию. Февраль – месяц волчьих свадеб, а собака – 3-й лишний. Дед с гордостью говорил, что даже волки погибали от фашистов, защищая свою родину. А мы, дети, конечно, верили в это. Да и сейчас хочется верить, хотя понимаешь, что это счастливая случайность. Ну, а партизаны живые добрались до лесного лагеря. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.